Добро пожаловать на канал Minsk Family. Мы семья из Беларуси. Сегодня мы поговорим о моторах для динги. Решил обслужить свои моторы для динги. Есть у нас вот такой вот двухтактный 3,3 лошади Mercury. Двухтактный, понятно, заправляется мотор вместе с маслом. Он имеет водяное охлаждение, поэтому заводить его надолго на суше не стоит. Все тоже очень просто. Абсолютно надежный аппарат. Его карбюратор находится здесь. Свеча с другой стороны, прямо под катушкой. Ничего суперсложного, элементарная машина. На ручке даже нет регулировки. Регулируется он таким вот поднятием. Вечная, легкая и абсолютно надежная техника. Так, для того, чтобы обслужить моторы для динги, двухтактная у нас есть и четырехтактная Honda Four-Stroke, 2 лошади, у нее есть регулировка скорости. Здесь находится необходимо очень небольшой набор ключей, свечник, 2 отвертки, и из этого набора нам потребуется буквально 8 и 10 головки. Почему решил записать это видео? Ничего не нашел по настройке карбюратора вот этого мотора. Он работал в холостую не очень хорошо. Что касается обслуживания, на самом деле вот у этой версии четырехтактной Honda 2 лошадиных сил всего лишь есть свеча, здесь есть масло внутреннее, так как это четырехтактный мотор, и как у всех моторов подвесных для динги, в редукторе необходимо менять масло. Для того, чтобы в редукторах менять масло, заливается он через нижнее отверстие. Необходим вот такой вот приборчик для закачки масла в нижнее отверстие. Вот здесь он находится. До уровня, пока потечет в верхнем отверстии. Ничего суперсложного. Выхлопная труба проходит вниз здесь. В этом моторе нету водного охлаждения. Пожалуйста, можете маслать его прямо на воздухе. Вот уровень масла. Все здесь классически сливается через сливную горловину, заливается через заливную верхний, он же щуп. Уровень масла проверяем в окошечке в горизонтальном положении. Свечка здесь проще, чем там. Никакую катушку снимать не надо. Просто дергаете, меняете. Все замечательно. Так, что касается регулировки карбюратора Honda Four-Stroke. Есть 2 отверстия. Как всем известно, просто конкретно на этом хотелось бы показать, что вот это качество смеси, это ее количество. Открытие дроссельной заслонки на холостом ходу регулируется данным болтиком, а это качество смеси регулируется насыщенность и так далее. Вот этот регулятор переводит положение клапана подачи топлива в закрытом положении, в открытом положении, в закрытом положении. Так как он мне достался бэушным, честно сказать, я не нашел никакой информации по нему. И вроде бы их много, и они очень надежные, но вот как-то по видео не сложилось, я решил записать свое. В данном карбюраторе была проблема, он переливал. И оказалось, что игла у него находится внизу, понятно, с поплавковой частью. Игла резиновым наконечником. И когда разобралась, там просто попала песчинка. Поэтому в первую очередь для решения любых вопросов по этому мотору, который является очень простым, надежным аппаратом, в первую очередь разберите, почистите карбюратор. Все разбирается элементарно, как я сказал, 10-й ключ снизу, поплавок снимается, вытаскиваешь штифтом и почистили иголку, и до свидания. Mercury — это классный представитель двухтактной системы. Здесь также есть сливное нижнее отверстие и верхняя горловина. Как видите, редуктор много больше, потому что охлаждение происходит через нижнюю часть. Значит, откручиваем вниз, сливаем, закручиваем специальным вот этим приспособлением для подачи масла. Закачиваем в нижнее отверстие, пока не появится с верхнего. Верхнее закрываем, когда откручиваем вниз, уже не течет поверхностное натяжение. Закручиваем вниз, обслуживание готово. Здесь у нас ничего нету. Сверху масла внутри нету, соответственно, обслуживать по факту нечего.
Я также на обоих моторах сменил вот здесь вот смазку. Я засунул просто литровую смазку для поворотного механизма. Вот это регулятор напряжения, удерживания. Не стал сильно заморачиваться, так как в любое время можно что-то добавить или убрать. Вот такие аппараты. Все очень просто. Здесь вообще линейно. Подача, регулировка находится прямо по прямой, поэтому он длинный, легкий и очень простой мотор. Шикарный в использовании и обслуживании. Опять же, в отличие от того мотора, который не имеет никаких передач, здесь есть нейтраль и передачи. Регулируются вот этим клапаном. Поэтому для включения движения винта необходимо повернуть вот этот механизм нейтраль и форвард вперед. Так, заводим на подсосе классически. Здесь регулировочку смотрим, чтобы был отклад. Немножечко добавим холостого хода. И все. Как видно, он дымит много больше, чем четырехтактный. Все, не будем его сильно греть. Выключаем. Здесь подсосик, газ на 0, ничего не требуется. Подсосик, топливо открываем, не забываем. Только что дергал. Моя вина, топливо не сразу открыл. Как видно, этот мотор много мягче работает, спокойнее. Четырехтактник, само собой. Передача здесь осуществляется за счет оборота. Как мы видим, когда они падают, винт перестает крутиться вискомуфтой. Работает чистенько, тихо, аккуратно. Очень приятный мотор. Хоть это, по-моему, 2006 года, да. Четырехтактник, как и тот в целом, 2006-2008 года Mercury. Оба мотора очень простые и удобны в обслуживании.